Здравствуйте! Сегодня тема нашего видео «Зачем нам нужна книга для учителя?». Однажды меня впечатлил комментарий к этому вопросу. Мамочка написала: «Ну я же родитель, я же не учитель». Я написала книгу для учителя, где подробно расписала, что и как нужно делать, в какой последовательности мы выполняем действия. Но давайте возьмем для примера. Можно открыть на моем сайте, можно открыть фрагмент книги для учителя к Сороке 1. И давайте начнем читать. Что касается разминки и заминки, это все понятно, то потом у вас начинают возникать вопросы. Например, вы читаете следующее: учебники закрыты. Сразу у учителей вопрос: а что тогда делать? Потому что все привыкли работать с учебником, открывать учебник, смотреть на него. А тут учебники закрыты. Но дальше, вы читаете дальше, и вы понимаете, что начинается самое интересное. Учитель начинает считать мелкие предметы, которые он принес с собой. Начинает считать карандаши, пуговицы, фасолинки, фишки, мелкие игрушки, книжки. То есть он начинает считать, и дети потихонечку включаются и начинают повторять за ним счет. И таким образом мы вполне логично начинаем со слушания. Учитель говорит, а ученик слушает. А потом ученик начинает потихонечку повторять. И это все написано в книге для учителя. Давайте почитаем дальше. Следующий этап. Напишите цифры от 1 до 10 на доске. Ученики повторяют, пока вы пишете. То есть здесь самое главное то, что учебники закрыты, ученики слышат счет и повторяют. И узнать об этом вы можете только из книги для учителя. Но другого способа нет. Есть еще контрольные работы, их 3 в каждом уровне. Если вам контрольные не нужны, то можете использовать их как дополнительные письменные упражнения. Но контрольные вам нужны. Во-первых, это очень хороший повод все повторить. Во-вторых, контрольные, которые я предлагаю, они, в общем-то, очень хорошо поддаются оцениванию. То есть там очень четкие критерии оценки. Всего 20 баллов. Есть еще много разных идей, на мой взгляд, очень-очень интересных. Например, интересная идея – это диктант Суриков, когда учитель диктует какие-то слова, а ученик их рисует. Например, учитель говорит: «Красная книга», девочка в красном платье сидит на стуле, а ученик все это зарисовывает. Это тоже описано в книге для учителя. Ну, конечно, есть поурочные рекомендации. И они достаточно подробные для каждого урока. Ну, вот, например, когда нужно закрыть учебники, когда нужно открыть, как это написано в 3 главе. А что еще? Еще есть ответы на все упражнения. Это очень полезно для тех, у кого русский не родной язык. Это очень полезно для тех, кто сомневается, как написать слово какое-то или как ответить на вопрос. Может быть, для кого-то непонятна логика вопроса. Вот смотрите книгу для учителя, там есть все ответы. Поэтому я очень-очень вам советую ее посмотреть и, наверное, даже купить и использовать в своей работе. Но это уж точно. Использовать в своей работе эту книгу нужно просто обязательно. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. А сейчас я желаю вам всего хорошего. Как обычно, жду ваших откликов и комментариев. До свидания.